В одной руке шаверма, в другой пышка. Вокруг сплошные парадные и поребрики. Значит, мы в Питере, и здесь здорово. Привет! Вы на канале Pop Travel, и сегодня мы вам покажем необычный Петербург. Развлечение для тех, кто уже побывал на колоннаде Исаакиевского собора, изучил залы Эрмитажа и видел развод мостов. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, мы начинаем. Из Москвы в Питер мы домчались на машине по платной скоростной трассе М11 за примерно 7 часов. С транспондером все удовольствие нам обошлось 2360 рублей, не считая бензина. Впрочем, вы можете доехать в Санкт-Петербург и на скоростном поезде Сапсан за примерно 4 часа. Билет стоит от 2800 рублей. Или на самолете за 1,5 часа. Самый дешевый билет около 2000. Итак, друзья, мы пришли в модное и трендовое местечко Санкт-Петербурга, общественное пространство Севкабельпорт. Название унаследовано от кабельного завода, который успешно и длительное время работает на берегу Финского залива. Ну а сейчас здесь можно хорошо провести время в одном из арт- или спортивных пространств, посетить кафешку, ну или просто насладиться шикарными видами. Давайте сразу разберемся, где в городе общественное пространство и что вообще это такое. С одной стороны, ответ на этот вопрос очень простой. Везде. В городе общественным пространством может быть абсолютно что угодно. Площадь, улица, переулок, парк, двор, сквер, набережная. Главное, чтобы в этом месте были люди. С другой стороны, в крупных городах, и Санкт-Петербург не исключение, в последнее время крайне популярен формат отдельно оформленных общественных креативных пространств. Если говорить об общих принципах таких зон, то их 4. В общественных пространствах должны быть места, где можно, на примере порта Севкабель. Раз. Посидеть, а в идеале даже прилечь. 2. Поесть, желательно разнообразно и вкусно. 3. Интересно провести время. 4. Купить что-то ненужное. Впрочем, еще Wi-Fi должен быть. 21 век ведь. Ну что, как тебе пространство? Или общественное пространство? Ой, я вообще очень большой поклонник подобных пространств. Мне кажется, их должно быть как можно больше в любом городе. И очень здорово, что здесь появилась еще одна новая площадка, помимо Новой Голландии. И в ней сочетается и такая культурная составляющая. Анненкирхе – церковь с богатой историей.
Построил ее один из главных архитекторов своего времени Юрий Фельтон. Он же проектировал Дворцовую площадь, решетку Летнего сада, Эрмитаж и интерьеры Зимнего дворца. Обугленная колоннада, стены с лохмотьями штукатурки, сырой холодок – одним словом, идеальные декорации для съемок фильма ужасов. Кирха Святой Анны, построенная в конце 18 века, в советское время работала как кинотеатр, а позже клуб. Но в 2000-х здесь случился страшный пожар. Сейчас интерьеры неспешно восстанавливают, и вместе с церковными службами здесь проводят ярмарки, музыкальные вечера и кинопоказы. В советское время церковь стала единственным местом в городе, где можно было увидеть шедевры мирового кинематографа. Если вы смотрели фильм «Брат», впрочем, кто не смотрел, то наверняка помните эту сцену, где засветилась Анненкирхе. В 90-е в здании появился рок-клуб, а двор по соседству стал местом тусовки неформальной молодежи. На этой сцене выступали Король и Шут, Гражданская оборона, Ленинград и другие рок-группы. Если вы далеки от такой музыки, знайте, у певицы Манижи, представлявшей Россию на Евровидении, тоже тут был концерт. В описании мы оставим ссылку с расписанием мероприятий в Анненкирхе, чтобы вы смогли спланировать свой визит в это полное противоречий, вдохновения и открытий место. Ну что, как церковь? Никогда бы не подумала, что в таком советском здании, отреставрированном, покрашенном, абсолютно простом, может оказаться такая мрачная готическая церковь, обугленная, просто такая еще атмосферная. Мне кажется, ее стоит обязательно посетить. В Санкт-Петербурге насчитывается свыше 200 музеев, но это не точно. Все дело в том, что их количество растет с каждым годом. Бесспорно, музей номер один – Эрмитаж. Названия других можно перечислять бесконечно, но одно можно сказать наверняка. Приехать в Питер и не посетить ни одного музея – это, извините, промах. Поэтому для вас мы приготовили не самый популярный, но очень интересный музей – ретро-аптека доктора Пеля. Зданию аптеки более 300 лет, и все это время в нем находится действующая аптека, которой с середины 19 века владела династия Пелей. В период своего расцвета, во время управления аптекой Александром Васильевичем Пелем, тут был создан целый комплекс из лабораторий, клиники, фармацевтической фабрики, библиотеки и товарного склада. Тогда в здании аптеки работало более 70 человек. Именно в этих стенах была изобретена аптечная ампула, но особенную известность приобрел препарат местного производства спермин Пеля, который обещал вернуть молодость и физическую силу. Главными компонентами этого чудодейственного средства были вытяжки семенной жидкости кашалотов и поросят. Да-да, вы не ослышались. Но упорно ходили слухи, что в их состав входят какие-то колдовские компоненты. Спермин Пеля мог бы стать русским прототипом Виагры, но лекарство не прижилось, и рецепт был утерян.
Здравствуйте, вам что? Мне, пожалуйста, инструменты для лоботомии. Стоит спуститься в подвал, как вам открывается совершенно другая, мистическая сторона аптеки. В 19 веке местные жители были уверены, что основатель аптеки Вильгельм Пель не просто провизор, а самый настоящий алхимик и волшебник. Говорили, что Пель использовал алхимию для перехода в параллельные миры, ну а рядом с ним всегда были грифоны. В те времена жители соседних домов писали в полицию доносы и жаловались на грифонов, которых разводили в башне. Якобы ночью шум их крыльев нарушает покой и сон. После вмешательства полиции Пель сделал грифонов невидимыми, но они не улетели навсегда. Говорят, их видят и сейчас. Ну, грифон максимально близко башне, все догадываются его волшебные желания, да, поэтому таким вот образом. У башни во дворе аптеки есть еще одна легенда. Якобы она используется для путешествий во времени. Дело в том, что все кирпичи башни пронумерованы и расставлены в строго определенном порядке. Путешественники во времени с помощью этих цифр могут определить координаты мира, куда можно открыть проход. Читала, что аптека раньше стоила, вход в аптеку стоил 300 рублей, люди стали возмущаться, и, видимо, вот сейчас понизили до 200. Еще она была действующая, потом перестали в ней что-то продавать, что-либо. Вот, а теперь продают сувенирные масла. Ну так, немножко отреагировали на возмущение, уже радует. Если вы идете по набережной Мойке в сторону от центра, как мы сейчас, вы издалека увидите этот остров. Высокие каменные стены, фанерные окна, заросли у ворот. Это Новая Голландия. И на самом деле это не один, а целых два рукотворных острова, возникших здесь 200 лет назад. Название придумал, кто бы вы думали, любитель всего голландского Петр I. И раньше здесь располагались различные ведомства, склады, тюрьмы и даже бассейн для испытания подводных лодок. Ну а сейчас это один из самых популярных и молодых парков Санкт-Петербурга. Туда мы сейчас и отправимся. А пока мы идем, у вас есть отличная возможность поставить лайк этому видео, подписаться на канал Pop Travel, если вы, конечно, не сделали это раньше, и оставить комментарий. Расскажите, были ли вы в Питере? И если были, какие места считаете самыми знаковыми и обязательными для посещения? Напишите, нам очень интересно. Новая Голландия – буквально островок Европы внутри города. Как и Севкабельпорт, это общественное пространство отлично подойдет для того, чтобы весело провести время. Причем остров Новая Голландия – это не только парк для прогулок и семейных пикников, но и площадка, где проходят фестивали, концерты и лекции. Перед посещением обязательно ознакомьтесь с расписанием мероприятий. Ссылку мы оставили в описании. Ну что, как настроение? Тут так здорово. Действительно очень похоже на европейское такое пространство с большим количеством кафешек, спортивных площадок, столько молодых людей. А теперь экскурсия по парку Новая Голландия. Вошли мы в этой зоне, прошли по парку, дошли до центральной части. Здесь находится водоем. Здесь мы еще не прошли и будем изучать эту зону. А
А это здание необычной круглой формы называется Бутылка, и именно тут раньше находилась тюрьма, а сейчас 3 этажа, на которых вы найдете кафе, магазины и различные спортивные секции. Например, тут можно заняться йогой или побоксировать. Есть тут и свой небольшой пляж на острове Пантони с чистым белым песком, шезлонгами и видом на воду. Совершенно необыкновенные впечатления и ощущения доставит подъем на крышу в центре Санкт-Петербурга. С высоты птичьего полета открывается удивительный вид на дворцы, замки, доходные дома, дворы, колодцы. В общем, на всю эту красоту. А если вам удастся встретить еще здесь закат, впечатлений хватит надолго. Но есть один момент. Экскурсии на крыше нелегальны, а зачастую даже опасны. Часто туристы срываются. Поэтому вместо ожидаемой романтики вы вполне можете оказаться на каком-то грязном чердаке с низкими балками, керамзитом и куриным пометом. Поэтому мы, канал Pop Travel, даем вам наводку, как безопасно и круто можно попасть на крышу в Санкт-Петербурге. Всего пара минут пешком от метро Лиговский проспект, и вы у входа в лофт проект «Этажи». Лифта тут нет, так что подниматься на 5-й этаж придется по лестнице. Сколько стоит подъем на крышу? За двоих. Ну а про саму крышу и вид с нее, ну что тут скажешь, это нужно видеть. Ну как тебе? Как впечатление? Так здорово. Я думала, что будет гораздо проще и ниже. Отсюда прям все видно. Вариантов, где остановиться в Питере, много, под любые запросы и кошелек. Чтобы прочувствовать дух города, рекомендуем вам выбрать отель или апартаменты где-нибудь в центре. И если вы едете хотя бы на 2 ночи, ищите размещение по программе туристического кэшбэка. Получить 20% от цены на карту МИР никогда не будет лишним. Экскурсия по каналам Санкт-Петербурга – это один из тех немногих случаев, когда чураться туристических банальностей не стоит. Как ни крути, но в погожий денек череда красивых фасадов, набережных и мостов – это лучший способ погрузиться в атмосферу города. Но одеваться стоит теплее. И лайфхак от канала Pop Travel. К бутылке вина, аккуратно спрятанной в пакет, вопросов обычно не возникает. Но мы вас ни к чему не призываем.
вот Нева, Фонтанка, Крюков, Мойка, Зимняя, возврат обратно. Санкт-Петербург полон загадок, историй и легенд, и о многих из них вы узнаете во время экскурсии по рекам и каналам. Надо сказать, экскурсия достаточно интересная и вряд ли успеет вам наскучить. Длится мероприятие всего час. И да, какая бы ни была погода, берите с собой теплую одежду. Пледы на борту платные, а погода в Питере, вы и сами все знаете. Долгое время была спорной. Изначально она принадлежала русским, но была позже занята Швецией, сильной морской и торговой державой, владевшей в конце 17 века большей частью побережья Балтики. В Питере переменчива и капризна не только погода, но и сам облик города. И многие туристы видят только его парадную часть. Невский проспект, Эрмитаж, Мариинский театр. В общем, все то, что создает статус культурной столицы. Но не менее интересна и другая, неофициальная жизнь города, летопись которой пишут уличные художники баллончиками с красками. Граффити в центре Питера много. Зачастую мы натыкались на шедевры уличного искусства случайно, просто гуляя по городу. Заходишь в очередной двор, а тут сюрприз. Тебя встречает гигантский Витязь из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Но не все уличное искусство молодое и относительно современное. Среди многочисленных дворов-колодцев затаился небольшой мозаичный дворик, дело рук художника Владимира Лубенко и его учеников. Обычный серый двор дома номер 2 по улице Чайковского начал преображаться в 1984 году, когда неподалеку открылась Малая академия искусств. Художники взялись за украшение двора, и вскоре он превратился в сказочное мозаичное пространство с необычными барельефами и яркими скульптурами. Такой вот он, наш ответ Антонио Гауди с его парком Гюэль в Барселоне. В Питере так и тянет ко всему культурному. Мы не устояли и зашли в книжный магазин. Причем не в обычный сетевой книжный, а во что-то уникальное, самобытное, с историей. Магазин «Подписные издания» появился почти 100 лет назад, как место, в котором люди оформляли подписку на тома разных энциклопедий, сборников и литературных журналов. Тогда этот книжный был культовым местом для ленинградцев. У магазина выстраивались большие очереди. Тут и сейчас можно оформить подписку на большую советскую энциклопедию, собрание сочинений Александра Дюма или Федора Достоевского. Ну а книг здесь действительно много, каждый найдет себе что-то по вкусу. Каменный остров вы найдете в северной части центра Санкт-Петербурга, в районе с говорящим названием Острова. В начале прошлого века здесь сформировался оригинальный музей особняков под открытым небом, где соседствовали красивейшие здания различных архитектурных стилей. Примечательно, что раньше остров назывался «Остров трудящихся», но в настоящее время сюда перебрались олигархи и чиновники, и многие здания выкупили, перестроили и обнесли высокими заборами. Ну что ж, прогуляемся и посмотрим, что есть интересного на этом острове сейчас. Загадочный дворец на стрелке Каменного острова знаком далеко не всем горожанам, не говоря уже о туристах. При этом Каменноостровский дворец, построенный в конце 18 века, один из старейших в Санкт-Петербурге. Войти на территорию можно через проходную, по паспорту.
На набережной Малой Невки вас встретят сфинксы, точные копии скульптур на Египетском мосту. Любопытно, что во время производства первыми были отлиты именно эти сфинксы, но из-за мелких дефектов пришлось сделать еще 4 фигуры. Они-то и украсили египетский мост, а пробные экземпляры оказались на свалке, откуда их забрали и установили на пристани у Каменноостровского моста. Спустя несколько лет после основания Санкт-Петербурга Каменный остров был примечен зажиточными горожанами, которые стали строить здесь усадьбы и разбивать сады. К сожалению, с тех времен до нас дошел лишь Каменноостровский дворец, а остальные здания XVIII века были утеряны. Остров продолжил активно застраиваться в XIX-XX веках, и большинство особняков этого периода сохранилось. Почему Ну такие что? низкие заборы? Надо было повыше, чтобы вот прям наверняка никто ничего не увидел. Очень жаль, что такие красивые, интересные усадьбы обнесены таким глухим забором, плюс еще ряд деревьев, кустарников, и виднеются только маленькие части крыши. Да-да, мы знаем, что обещали показать вам исключительно места, куда редко доходят туристы. Но разве можно приехать в Питер и не прогуляться по Заячьему острову, не посмотреть Петропавловскую крепость? Кажется, именно тут можно прочувствовать настоящий дух города. Только посмотрите, как тут красиво. Рядом с Петропавловской крепостью вы найдете самый знаменитый пляж Питера. Купаться здесь, разумеется, запрещено, хотя в жаркую погоду очень хочется. Пляж песочный и крайне располагающий к водным процедурам. Рубинштейна – главная ресторанная улица Петербурга, а возможно и всей России. Здесь расположено 40 домов и более 70 различных баров, кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Улица Рубинштейна уже давно стала самостоятельным брендом города и мемом одновременно. Если уж в Питере и пить, то именно здесь.
Интересно, что каких-то 10 лет назад на Рубинштейна было всего 7 заведений, не больше, чем на любой другой улице в центре города, так что никакой ресторанной истории у улицы Рубинштейна нет. Ну а история улицы началась в 18 веке, когда на этом месте был проложен первый мощенный деревом проезд. Прежде чем стать легендарной ресторанной улицей, этому ничем не приметному проезду пришлось сменить множество имен и несколько раз кардинальным образом менять свой внешний облик и статус. Современное название улица получила чуть меньше 100 лет назад, к столетию со дня рождения пианиста и композитора Антона Рубинштейна. Ну а с заходом солнца улица преображается и начинает играть новыми, совсем другими красками. Расскажи тебе, как Рубинштейна ночью? Гораздо лучше, чем днем. Как в притоне. Веселее. Друзья, Питер, час ночи, белые ночи. И какой бы это ни было туристической банальностью, но мы едем смотреть на развод мостов. Будто жизнь будет слаще! За тебя Колым отдам, душу дьяволу продам, и попутал бы тебе, чтоб тебе продаю пес. Девчонки, вы лучшие! Спасибо! Душу дьяволу продам, и попутал. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, как улов? Пока никак. А что вообще ловится? Вообще здесь судак ловится. И сколько вы рассчитываете сегодня поймать? Мы экспериментируем. Потому что обычно мы на природе были. Экспериментально. Заплыв. Удачи вам. Спасибо. Пусть белые ночи вам помогут. Как тебе Белые впечатление? ночи — это такое удивительное явление, которое сложно предсказать, в какой определенный день оно начнется, как говорят ученые. Вот, но мы приехали
И вот мы их видим, наблюдаем начало. Еще не до конца, они созрели. Но все же здорово выглядит. Уже рассвет, 2 часа ночи. Пойдем спать. 3 часа ночи. Надеемся, видео вам понравилось и помогло спланировать вашу поездку в Питер. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Pop Travel, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новых роликов. Впереди нас ждет много интересного.